Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Сегодня мы поговорим о том, что происходит на линии фронта. Поговорим мы об этом с военным экспертом Михаилом Самусем. Михаил, добрый день. Здравствуйте, рад вас видеть. Подписывайтесь на соцсети Михаила, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Вы можете смотреть теперь наши видео в двух аудиодорожках, на русском языке и на английском. Если вы хотите переключиться с языка вашей страны на другой язык, пожалуйста, используйте соответствующие установки в вашем YouTube. Михаил, первый вопрос, конечно, который я не могу не задать, это почему над Киевом не сбили крылатые ракеты. Баллистику частично сбили, циркон вроде бы тоже не сбили. Но что произошло? Почему так система ПВО сработала? Ну, дело в том, что бытует мнение, что крылатые ракеты сбивать легко. На самом деле, действительно, их легко сбить, если ты их выявил. Проблема с крылатыми ракетами в том, что если ты их не выявил, то они довольно-таки точные, и они разрабатываются, особенно последние версии крылатых ракет, ну, например, Storm Shadow или Scalp, это крылатые ракеты. И если мы помним, российское ПВО их регулярно пропускает, и, в принципе, ни у кого не возникает вопрос, почему. Потому что используются специальные тактики, технические подходы, модели и так далее. И, естественно, усовершенствуется сама тактика применения ракет для того, чтобы проходить через ПВО. В принципе, что случилось при ударе по Киеву? Ну, во-первых, Россия все-таки 2,5 года уже учится преодолевать украинское ПВО. Да, украинское ПВО сейчас, наверное, самое лучшее в мире. Я тут не абсолютно без всякой бравады или привлечения. Действительно, таких ударов регулярных каждый день у нас, каждую ночь происходят удары в различных регионах страны. И при том небольшом количестве систем ПВО, у нас не хватает систем ПВО для огромной территории страны. Украина самая большая страна Европы, это нужно помнить постоянно, когда оценивается эффективность украинской ПВО. Но считалось, что Киев как столица защищены максимально. Это действительно так. Что произошло в этот день? Российская методика заключалась в том, что были применены очень синхронизировано, то есть практически одновременно. Фактически весь спектр ракет, которые есть у России. Это были и аэробаллистические ракеты «Кинжал», и гиперзвуковой «Циркон», и «Калибры», корабельные ракеты, и Х-101. То есть, в принципе, в чем сложность? Насколько я понимаю, была создана такая вот ситуация, когда основное внимание нашей системы ПО было переключено на кинжалы, цирконы, да, то есть все-таки Patriot, он знаменит тем, что сбиваются как раз баллистические ракеты, и когда кинжалы были ну, практически демонстративно запущены, то все внимание было направлено на них. Крылатые ракеты, если они работают скрыто, то есть не определяются системами радиационными, ну то есть ракета, например, Правильно я понимаю, что была история в том, что они летели очень низко, около 50 да, метров от земли, и поэтому именно об их этом я вовремя хочу не сказать. обнаружили, да? Да, то есть если они идут ниже, скажем так, сферы работы РЛС, а РЛС тоже у нас нету сплошного радиационного поля. Вот если бы у нас были самолеты, опять же, мы говорим о самолетах дальнего радиационного обнаружения, или АВАКС, или РИАИ, СААП, которые должны быть у нас через какое-то время. Правда, союзники могли бы нам и раньше их дать в этих условиях. Просто эти радары, кроме всего прочего, они смотрят сверху. Они видят не только далеко, но они видят качественно. От них скрыться практически невозможно. То есть мы тогда могли бы создавать фактически сплошное радиационное поле. Особенно если несколько самолетов, то они могут действительно создавать такие круги с радиусом 400 километров. И в этих кругах никакая муха не проскочит. У нас сейчас такой возможности нет. Да, у нас есть радары. Германия передает там, по одному, по два радара.
Французы обещали Талис радары наземные, которые смотрят далеко и, в принципе, качественно там, на несколько сотен километров. Но этого недостаточно. Собственно, многие Слушайте, а путают. я тогда уточню, а Действительно, Талис, он только работает с МТ или он работает для всех комплексов и не, противовоздушной обороны? радар, вот я как раз хотел сказать, что многие путают зенитно-ракетный комплекс и, собственно, РЛС. РЛС бывают органичные, то есть приданные в самом зенитно-ракетном комплексе. Но эффективность работы системы, потому что часто говорят, вот система ПРО или система ПВО, что она в себя включает? Она включает в себя радиотехнические войска, то есть РЛС, и включает в себя зенитно-ракетные войска, то есть, собственно, зенитно-ракетные комплексы. Есть действительно зенитно-ракетные комплексы со своими радарами, в основном они такие работают для того, чтобы быть автономными, но очень классно, когда есть радары более мощные, включая и воздушные радары, воздушного базирования, и тогда это поле становится эшелонированным, оно становится качественным, через него пролететь практически невозможно, и тогда никакая ракета, ни баллистическая, ни крылатая, ни на сверхнизких высотах не может пройти. Вот русские, они что делают? Они вот эти годы войны, они постоянно изучают наше ПВО. То есть, когда летят шахеды, когда летят крылатые ракеты, по одному, вот одна ракета летит, спрашивают, зачем одну ракету пускать, ее все равно собьют. Правильно, но при этом определяются места работы наших РЛС. Вот они видят, где РЛС стоят, понятно, они мобильные, они могут двигаться, но чем чаще используются такие вот даже не интенсивные ракетные атаки, тем качественней разведка, а это именно разведка, которую проводят россияне, позволяет формировать карту радиационного поля Украины и именно искать те бреши, по-русски бреши, которые позволят вот как раз создать ситуацию, когда Киеву, например, незаметно подошли несколько ракет. Польша может передать Украине вроде как эскадрилью МиГ-29. Украине нужны МиГ-29 или лучше концентрироваться уже на F-16? Ну, опять же, это будет решать командование воздушных сил. И я думаю, что нам все-таки лишними самолеты не будут в любом случае, потому что в том числе и МиГ-29 при определенном переоборудовании могут использовать западное вооружение. Поэтому нам нужны носители, нам нужно их много. И президент Зеленский сказал, что нам нужно 128 самолетов F-16. Понятно, что такое количество у нас при нынешнем отношении к темпам передачи F-16, я думаю, будет не скоро. Поэтому нам нужно как можно больше самолетов, тем более, что МиГ-29 знакомый самолет, у нас есть подготовленные пилоты, у нас есть подготовленные специалисты технические и база даже для ремонта. Поэтому я не думаю, что это плохое как бы предложение, но меня здесь настораживает другое. Здесь Польша опять же говорит, если нам передадут что? F-35, то есть по темпам это получается когда-то потом, в будущем, когда Польшу удовлетворят по высшему разряду. Я думаю, что это неправильный подход. Эти МиГ-29 полякам вообще не нужны, то есть они ими не пользуются. Они у них стоят, и с первого дня войны мы говорим о том, что Польша могла бы нам их передать. Опять этот вопрос возник, и опять в каком-то таком непонятном торге находится. Я думаю, что это неправильный подход. Я думаю, что безоговорочно просто Польша может их передать. А там по поводу поставок НАТО, ну или Соединенных Штатов, ну придет новый президент Соединенных Штатов, потому что уже сейчас явно в рамках предвыборной кампании никто не будет полякам ничего передавать. Тут и так расходы бюджета очень четко, скажем так, имеют импакт на предвыборную кампанию, и никто не будет, например, 10 F-35 сейчас передавать Польше срочно для того, чтобы Украине передать там старые МиГ-29. Поэтому я считаю, что здесь подход, конечно, сам вопрос красивый, но реализация снова абсолютно непонятная. Мне с точки зрения того,
скажем так, той временной ситуации и той ситуации на фронте нам нужны сейчас. Если вы говорите о какой-то технике, не нужно нам говорить о каком-то будущем, что-то нам обещать. Этих обещаний уже за 2,5 года прозвучало столько, что некуда складывать. А вот, собственно, реальных самолетов от Польши, ну, хотелось бы увидеть. А что это за разговоры про то, что Польша может теоретически как-то интегрироваться в систему ПВО? Они будут сбивать ракеты и беспилотники над Западной Украиной? Или для этого нужны все-таки консультации НАТО? Или можно сбивать, как над Израилем? Вот сбивала коалиция. Ну, конечно, ну, так в этом же договоре нашем и написано, что вопрос не решен. Это в средствах массовой информации пошло, что все уже Польша будет сбивать. Ничего подобного. Там написано, что этот договор позволяет начать консультации Варшавы с Брюсселем, собственно, с союзниками по поводу возможности сбития воздушных целей российских над Украиной. Опять же, мне непонятен здесь вот такая описочка. Если эти цели летят в сторону Польши. Ну, извините меня, ну зачем нам такое ПВО? Ну зачем нам такая помощь? То есть мы сидим, в чем здесь интерес Украины? Если бы нам действительно Польша и Румыния закрыла своими средствами ПВО Западную Украину, от севера до юга, да, тогда мы могли бы свое ПВО перенаправить на другие области, на другие районы боевых действий, на защиту других городов. То есть кто-то, если кто-то говорит, вот поляки говорят, мы хотим поучаствовать. Окей, тогда они должны нести полную ответственность, естественно, с нашим участием, но они должны выполнять все от и до функции противовоздушной обороны. Но представьте себе ситуацию, мы говорим, окей, поляки отвечают, и тут прилетает ракета, куда-то бьет во Львове, поляки говорят, так она летела не в сторону Польши, мы ее не сбили. Мы говорим, и дальше что? То есть возвращаем украинское ПВО и сидим, ждем. То есть они должны отвечать за квадрат, условно говоря, за какую-то конкретную территорию полностью. Поляки говорят, по пеленгу оно летит в сторону не Польши. Мы говорим, молодцы, все, мы сбиваем. Потом говорят, а давайте теперь мы собьем. Они поднимают там F-16, сбивают. Ну, то есть это какое-то детство, честно говоря. Ну, какие-то детские разговоры. Как с МиГ-29, ждем, уже не популярно вот это. Это в 22 году было популярно. А вот вы нам дадите Патриот, а мы вам дадим С-300. Все, ребята, война уже общая. Если поляки до сих пор считают, что это война украинская, война общая. Да, ее не называют мировой, ее не хотят принимать официально, что страны НАТО будут поддерживать Украину в этой войне. Ну окей, но если вы говорите о какой-то помощи сейчас, не нужно вот этих приписочек. Они просто бьют сразу же по эффективности, и сразу же сомнения возникают о тайминге, то есть о времени, когда это будет вообще и каким образом это все будет реализовано. То есть если пеленг в Польшу, значит мы собьем. Если пеленг немножко не в Польшу, мы не сбиваем. Ну, очень странный подход в военном деле. Так нельзя организовывать систему ПВО, если мы сейчас будем делить по градусам еще и пеленги. Да. А какие будут результаты саммита НАТО? Вот он сейчас уже идет, да, в США. Пообещают рассмотреть членство после победы? Или что вообще будет? Я не совсем понимаю. Я уже в русских каких-то телеграм-каналах сегодня с утра читала, что они пишут после того, как Украина вернет Крым. А кто нас просил этот Крым тогда отдавать? Помните, когда нам американцы говорили, да не сопротивляйтесь ни в коем случае, вы не готовы? Что это вообще за претензия? Ну, То есть вы нам сказали не сопротивляться, а теперь вы говорите, пока вы не вернете, мы вас не защитим. Ваших детей будут убивать в центре Киева. Да, тут ну, понятно, никто никаких официальных там упоминаний Крыма не будет, боже упаси. Тут вопрос будет в чем? Насколько я понимаю, вот эти все мосты, там сейчас же очень мне нравятся вот эти вот все такие символические вещи, типа мост. Давайте мост пообещаем Украине. У меня тут была встреча тоже с нашими партнерами, и я говорю, вы понимаете, мост вообще-то соединяет что-то с чем-то, а вы какой-то мост строите куда-то в туман, причем вы говорите, давайте дадим Украине мост, хорошо освещенный, к членству НАТО. Говорю, и дальше что? То есть он где-то заканчивается там, когда то есть где он заканчивается? Или, говорю, вообще он может быть вообще разводным. Вы же сейчас пообещали мост, потом его возьмете и разведете. То есть
принципе, в меморандуме Бухарестского саммита 2008 года все написано. Там написано: Украина и Грузия будут членами НАТО. Что еще нужно добавить к этому? Мы будем членами НАТО, все. Можете называть это мостом, можете назвать подъемным краном. Я не знаю, какие-то вот... Можно выдумывать всякие символы, чтобы красиво написать это в заключительном документе саммита. Но главная идея, конечно же, будет в том, что после окончания войны Украина на следующий день будет не принята, а приглашена, естественно. То есть это будет уже вариант Швеции и Финляндии. И тогда вот начнется процесс вступления и так далее. Но понятно, что никто не может сейчас сказать, как эта война закончится, на каких условиях и что будет считаться вот Крым, не Крым. Ну, мое мнение, что Крым это и есть суть этой войны. Поэтому Украина, если обеспечит блокаду Крыма, то в принципе война пойдет совершенно по другому направлению. Не такому, как сейчас. Но это уже другая история. Судя по тому, что будет на этом саммите, обещаний будет опять много, но будут опять вот эти приписочки. Мы вам все дадим, но если будет лететь в сторону Польши, если вы нам дадите то, если рак на горе свистнет и так далее. К сожалению, опять же, ну, Макрон, во всяком случае пресса французская написала, что Макрон открыто сказал, что Соединенные Штаты и Германия против приглашения Украины в НАТО. Это правда. Если бы Соединенные Штаты, как лидер НАТО, сказали: мы берем на себя ответственность за приглашение Украины, никто бы и против не был. Ну, Орбан бы там вышел покурить или там чай попить, но это ничего не поменяло бы. Приняли, то есть приглашение было бы сразу поддержано всеми странами, потому что это приглашение, оно является геополитическим решением. В чем его особенность? Пока Украину не пригласят, это означает, что нас держат в серой зоне, нас держат как разменную монету в торгах. То есть пока нас не пригласили, это значит, что в любой момент можно сказать: да, ну хорошо, вот товарищ Путин требует в своем ультиматуме, чтобы мы не вступали в НАТО. Но видите, если бы мы пригласили вас, мы бы выглядели некрасиво. А так сейчас, вот мы, например, согласны, чтобы вы не вступали в НАТО, и война закончилась. Ну, там еще, конечно, отдадите Донбасс, Крым, там, Запорожскую, Херсонскую область, но это уже ваши проблемы. Наша проблема в том, что мы никакой ответственности за Украину не несем. А вот если пригласить, а Путин скажет: а мой ультиматум, чтобы вы отказались от этого, тогда придется принимать еще одно решение о денонсации и решение о приглашении. Не хотят наши партнеры, союзники и так далее. Вот эти вот приписочки, они очень бесят, честно говоря, уже. Вот как будто бы все хорошо, но приписочка. И вот это вот мост, но с приписочкой. Так, мы еще про мосты, ну, другие мосты поговорим. А по-прежнему по поводу приписочек или странных ограничений. Почему США не разрешают бить атакамсами по аэродромам с авиацией, которая запускает кабы по украинским городам? Невозможно. Вот для меня это непонятно. Кроме Это того... такой простой шаг вообще, который, ну... То есть уже оружие есть, все, просто перестаньте вести себя как... Не знаю, вот знаешь, вы встретились с бандитом, да, с большой дороги, и пытаетесь, значит, ограничить человека, который бьется, знаешь, из последних сил, истекая кровью, а там ни в коем случае нет. Вот я тебе дал ножичек, но ты его вот только сюда можешь бить, а вот туда нельзя бить. Да, и при этом этот бандит только что зарезал младенца, да, грубо говоря, там ребенка убил. И по роддому с беременной женщиной еще убил 7 человек. В своей квартире, да? Твоего ребенка убил, а тебе все равно говорят: ну, в принципе, да, но вот можешь замахиваться ножом, но вот только не в сердце. Можешь бить в ногу и в левый мизинец, но только не в сердце, не дай Боже. Почему? Ну, не знаю, вот негуманно это. Мы же не можем убить этого прекраснейшего человека, потому что русские, они же хорошие люди, на самом деле. Даже на самом деле не про сердце, а речь идет о том, что мы хотим отрубить, ну, даже не дальнюю руку. Потому что дальняя рука, то, что называется, да, или длинная рука, это даже не томагавки. Это мы среднюю руку пытаемся. Нам же это ближняя, это тактическая авиация. Да. То есть нам же не дали томагавки, чтобы мы вдарили всем по аэродромам стратегической авиации. Нам даже не разрешают по воронежским аэродромам бить, которая просто там тактическая авиация, которая летает просто на фронт. То есть это тактика, она никакого влияния не имеет ни на там ядерные дубинки,
ни на обещание Путина там эскалации. Никакой эскалации не будет совершенно, если сейчас будет уничтожен Балтимор, Воронежский аэродром. Но не будет никакой эскалации. Ну, это всем понятно. Но вот Байден встал в позу. И его заявление, честно говоря, которое он сказал, историческое решение, мы даем 5 патриотов. И перечислил те патриоты, которые нам уже были обещаны полгода назад. Ну зачем это делать? При чем тут эти обещания? При этом мы же знаем, что у Соединенных Штатов этих патриотов десятки и сотни. Ну это бред какой-то. То есть румыны нам отдают последний единственный патриот, а Соединенные Штаты не могут нам дать десяток. Я не могу этого объяснить, честно говоря. Невозможно это объяснить. Буду разговаривать с И при этом 15 числа, я думаю, 16 опубликуем, потому что нужен будет перевод, с генералом Ходжесом. Обязательно задам ему этот вопрос. Что он думает, почему так задайте, происходит. конечно. Ходжес как раз скажет честно. То есть ему нет смысла, он постоянно, он исходит как из своих оценок как военный стратег, как генерал, и ему это вообще непонятно. То есть он всегда себя ставит на место украинских генералов, не может понять, как можно воевать там одним патриотом, если вот стоят 100. Или там, например, сейчас началась новая сага с приписочками и там с обещаниями. Вот Израиль сейчас снимает 8 штук, тяжеленные переговоры идут. Я просто не знаю, как там все это представить, как бедные израильтяне ведут переговоры с бедными американцами. Как же нам передать эти 8 старых патриотов? Я подчеркну, это старые патриоты. Они не сбивают баллистику, но все равно они были бы очень нам хорошо помогли сбивать русские самолеты. Потому что нам надо чем-то отгонять эти самолеты, которые бьют кабами. Когда мы говорим о Крыме, да, вот немножко так создать условия для проведения десантной операции. Так вот эти 8 патриотов, они бы нам как раз это и создали. То есть закрыли бы небо полностью, отогнали бы всю авиацию. Да, поставили бы еще там один патриот с баллистическими свойствами, антибаллистическими, и все. И проводи себе спокойно эту десантную операцию. Нет, мы будем рассказывать, особенно мне вот эти, то есть многосерийные вот эти фильмы, когда там вот идут переговоры, нам обещают, и нам еще раз пообещали, потом выходит еще историческое обещание, нам еще раз пообещают тот Патриот, который нам обещали полгода назад. Ну, не знаю, это все выглядит очень некрасиво, и на самом деле, ну, никак это не отвечает той реакции мирового сообщества, которая должна последовать после. Просто, тяжело определить, как назвать это, там, терроризм какой-то. Это уже не терроризм, честно говоря. То есть удары по детским больницам специально, но мы же видели, там несколько ракет летело. Это не то, что там вот сбили там. Да, я Сбили, показала это видео, как раз когда вы рассказывали да. об этом ударе. Это уже явно целенаправленный удар, мне кажется, прям такой показательный, что показать вы не можете защитить даже своих детей. Ну, то есть, я, кстати, посмотрел по локациям ударов, там, вот возле меня прилетело, там, чуть не попало в институт рака, да. Может, они еще и по институту рака били, просто промазали, тут реально они промазали, не попали вообще куда-то непонятно, тут по дорогам куда-то полетело это все, и в общежитиях стекла повылетали, тут много общежитий в округе. Куда они били, непонятно, но единственная цель, которая там была большая, это институт рака. Он очень похож по свойствам например, на Ахмадит. Ну, то есть объяснить это все можно только одним способом. Это целенаправленная атака, просчитанная демонстрация Соединенным Штатам, Европе, НАТО, МОДИ, Китаю, всем. Оси зла, ШОС, и в том числе и западной коалиции, что я делаю все, что хочу. Вы будете сейчас рассказывать об исторических решениях, пообещать Украине, не знаю, там, Патриот через 5 лет, а я буду делать все, что хочу. Убивать детей, уничтожать. Если вы не согласитесь, я буду убивать детей дальше. Знаете, кстати, Вот я все. была поражена сегодня, слушала на одном таком псевдооппозиционном, мне кажется, российском СМИ эфир по поводу как раз удара. И знаете, у русских какой вопрос журналистов был к военному эксперту Давиду Шору? У них был вопрос, что ж так мало детей погибло?
Почему так мало детей погибло, и вообще людей погибло в этом, значит, детской больнице? А Шор так удивленно, он говорит, так, ну это же тревога, они сидели. У меня просто есть интервью с завотделением, который говорит, конечно же, мы спустили всех, кого можно, в подвал. Единственные, кто остались не в этом отделении, там в операционной люди, кто делал операции, а дети, которые были на диализе или на чем-то, их в коридоры спрятали. И слава богу, в то здание, куда попали, там не было людей на этих Да. этих. Ну, потом же их вывели. Да, потом их Половину. вывели, мы видели вот эти ужасные фото, когда дети сидят с диализом просто на улице под 40-градусной жарой. И есть видео, как люди в подземном переходе рядом сидят. Да. И вот эти удары там наносятся, и их там трясет и Да, у колбасит. меня у как товарища, красу. он недалеко от завода Артема, так у них прям дверь в убежище выбила водой, волной. Ну, так там прилетело несколько ракет, и опять же промазали. Ну, то есть, я не понимаю, куда они бьют, но вот почему-то по Ахмадету, ну, мы же знаем, что туда промазать невозможно. Вокруг куча объектов, просто в Киеве везде, можно сказать. А вот здесь полицейский участок. Это военный объект. Ну, в принципе, можно сказать, это же полицейские. Можно их убивать, да, вот. Окей. Ну, так-то в Киеве, куда бы ты ни ударил, то можно сказать, да это военный объект. Потому что, а вот отделение банка, оно же обеспечивает армию, да. Вот туда пульнем. Но попасть именно в детскую больницу, ну я не знаю. Причем двумя ракетами. Извините, но тут... И при этом рассказывать о том, что мы вам дадим, но если вы там дадите нам что-то, ну это бред какой-то. Это, ну, честно Ну, говоря, мне не кажется, знаю. что мы, в принципе, вправе уже начинать требовать те же томагавки, потому что нам нужно уничтожать те стратегические бомбардировщики, с которых запускают ракеты, к которым попадают по детской больнице. Конечно. И нам нужно, смотрите, нам нужно проводить операцию в сторону Крыма. Я понимаю, что вот эти вот ребята, которые вокруг Байдена, они не могут себе этого даже представить. Потому что эти ребята же, это же обамовская такая вот группа, да? Вспомните, что делал Обама в 2014 году. Что он творил? Это, ну, именно Соединенные Штаты заблокировали любые движения Украины, любейшее движение. И сказали, что так и нужно, нельзя эскалировать, потому что если Украина начнет как-то двигаться в сторону Крыма, то начнется большая война. Большая война началась, погибло огромное количество людей, и Россия продолжает убивать детей. Вывод: нам нужно идти на Крым. Но для этого нужно сначала обеспечить небо над Крымом. Закрытое, открытое, закрытое для русских, открытое для нас. Для этого нужно ПВО и разрешение бить любым вооружением, и нам нужны F-16. Вот прямо сейчас, не потом, не какие-то разговоры. Эти разговоры уже просто невозможно слушать. И на самом деле подход, который предложил Трамп, он в смысле в том, что если Россия соглашается, то мы ведем переговоры, если не соглашается, я даю Украине все, что можно. Она хотя бы честная, да? Ну, то есть я даю Украине все, потому что нет смысла что-то ограничивать. И туда входят и томагавки. И это будет, ну, это как бы и стимул для России садиться за стол переговоров, потому что если они не сядут, то Соединенные Штаты дадут Украине все, и начнется действительно работа по-серьезному. Не вот это Не, вот мы просто уничтожим действительно их отчаяние. стратегические бомбардировщики, и все, и на этом их ядерная триада просто посыпется. Так, если можно, И это выгодно Соединенным это Штатам, выгодно, кстати. безусловно. Поэтому Трамп это и И сделает. Европе Поэтому тоже. Трамп это И и Европе сделает, но тоже. я подозреваю, что за деньги, к сожалению. Ну, или я думаю, что в этой ситуации даже не важно. Но я имею в виду, что они потребуют это давать как ленд-лиз, скорее всего, насколько я понимаю, из моих Ну, разговоров с пожалуйста. Мы американцами. уже давно сказали, что ленд-лиз это идеальный вариант, если нам дадут все. Да, да, Вот дайте нам ленд-лиз все, на томагавке и все остальное, это прекрасно. но в результате, но по принципу ленд-лиза это вообще супер. Да. Супер. Хорошо, если можно, давайте дальше перейдем. Британия в новом пакете, кроме катеров, артиллерии и снарядов, пообещала 90 ракет Brimstone. А как они себя показали в боевых действиях? Что это за ракеты, если можно? Ну, это противотанковые ракеты. А, понятно. Ну, то есть, условно говоря, это тот же самый а-ля Джавелин, да? Ну, да. Угу, Только более дальнобойная. угу.
Это дальность там, до 20 километров. Ну, это тактическое оружие. Я То есть поняла. То есть тут оно сильно не следует ожидать. не решит серьезные вопросы. Это не то, что может как бы сломать там, или переломать, Ход или войны. изменить ход А боевых как действий. Украине решить проблему беспилотников в тылу на глубине 150-200 километров? Говорят, что вот перед этим ударом беспилотник даже где-то в районе Киева летал, следил за нами. Ну и после чего были Да, нанесены эти удары позавчера. эта сага тоже уже продолжается очень долго, но здесь мне непонятна, честно говоря, позиция повітряных сил. Ну, они имеют свою концепцию, как бы они отвечают за это. Они отвечают за каждый Патриот, который мы выгрызаем, там президент Зеленский выгрызает месяцами. Они отвечают за то, что беспилотники летают. Дело в том, что разговоры о том, что да, есть понимание, что нужно эшелонированное ПВО. То есть кроме Патриотов, естественно, Патриоты это работа по дальнобойным ракетам, по баллистическим ракетам и так далее. Но кроме этого есть еще, во-первых, защита самих Патриотов, то есть нам нужно иметь системы ближнего действия. Есть шахеды, и сейчас появились уже и Орланы, Залы и так далее. Те беспилотники, которые пробираются в глубину нашего тыла. Действительно, вот Миргород, например, над Миргородом несколько раз этот беспилотник осуществлял целеуказания для ударов Искандерами. Ну, это недопустимо, мне кажется, во время боевых действий, но это получалось у русских. И тут возникает вопрос легких самолетов с ударными возможностями для уничтожения именно таких вот малоразмерных целей. То есть над Одессой используется спортивный самолет, легкий спортивный самолет, который переоборудовали для уничтожения беспилотников. Почему это не делается в масштабах страны? Тем более, что таких самолетов, именно боевых самолетов, не переоборудованных, есть, ну, понятно, есть Супер Тукано, да, это очень классный самолет, о котором я точно знаю, что 10 лет назад велись переговоры. Почему не были куплены? Вопрос, опять же, командования воздушных сил. Потому что, насколько я знаю, все были за, но почему-то не срослось. Почему не срослось? Насколько я знаю, бразильская сторона тогда была очень за, потому что Embraer нужно продавать самолеты, и никаких проблем тогда не было. Но почему-то с украинской стороны не срослось. Объяснений я не знаю. То ли они некрасивые, потому что они похожи на самолеты Второй мировой войны, может, не нравится. Просто визуально самолеты. Есть такие же самолеты. А вам не кажется, что просто слишком много разных групп, да, есть вот эти мобильные группы, есть эти там гепарды, ну, которые заточены на небольшого размера летательные, не быстрые летательные аппараты. И помните, как летал наш Байрактар над Киевом, а потом его сбили? Помните, была история? Но там проблема была в Байрактаре, а не в мобильных группах. Байрактар вышел из-под контроля. Ну, окей, тем не менее. Потому что ему не надо было летать над Киевом просто. Он вышел из-под контроля, реально. Там была ситуация, что как раз ПВО там сработало Слушай, хорошо. у меня информация, что в группах появилась информация, ну, для мобильных групп, что типа, ребята, не сбивайте, это наш. И потом уже бабах упал. Ну, в группах-то могло появиться все что угодно, но я думаю, что все-таки в военном управлении не должно быть в группах, а все-таки должна быть Не-не-не, я имею в команда. виду вот ТРОшные группы. У меня просто товарищ в ТРО. Да. И он как раз за это понятно. отвечает, да. Вот у них есть эта мобильная группа, которая стреляет. Вот эти прожекторы, Ну, знаете. понятно. В группах могли сказать, да, это Байрактар, понятно, это наш Байрактар. Вопрос, что он делал над Банковой, не знаю. Но он вышел тогда из-под Ну, контроля. окей, То есть, если вы знаете больше да, информации, ну то тогда тогда... это была официальная позиция повітряных сил, по-моему, была опубликована, что произошла техническая ошибка, его уничтожили. Окей. Но смысл в том, что дело в том, что страна очень большая у нас. И есть зоны, недоступные для мобильных групп. Мобильные группы вообще-то, ну, по дорогам могут перемещаться. Не везде есть дороги, не везде можно заехать. Например, этот беспилотник, который пробирается, он же знает, где можно пробираться. По руслам рек, по недоступным регионам, по лесам и так далее, болотам и другим местностям, где мобильные группы физически не могут двигаться. И поэтому, а самолет легкий самолет, он может везде пройти, как только радар ловит. То есть мне просто добивает ситуация. В телеграм-каналах в течение там часа говорят, над Миргородом висит беспилотник. Супер.
Потом туда прилетает Искандер, и этот беспилотник улетает. У меня вопрос. Так а где? Что? Когда? Каким образом? Если бы был самолет у нас, вот группы дежурные легкой авиации, самолет поднимается, то есть в телеграммах, а я надеюсь, не только в телеграммах, а ну, собственно, в системе ПО появляется информация, что приближается, появилась в воздушном пространстве неустановленная цель, вылетает самолет, уничтожает его, садится назад. Все. История закончилась. И на этом все закончится, применение всяких орланов, зал и суперкамов и так далее. Потому что русские пользуются тем, что они могут действительно прилететь, час висеть над Миргородом, навести Искандер, бахнуть. И это же происходит не только на Миргородом, это массово в Запорожской области, над Запорожьем, собственно, там эти разведчики постоянно висят. Постоянно висят и не хватает возможности их сбивать. Тут явная проблема. Явная проблема, почему она не решается, сложно сказать. Коммуникация воздушных сил, к сожалению, сейчас немножко, ну, не знаю, как по мне, она неэффективна. То есть, во-первых, говорится no comments, потом выступает Игнат. Я, кстати, не знаю, Игнат уже назначен назад или нет, или он просто как бы параллельно работает, Мне присутствует. кажется, что Потому он что все равно работает в рамках коммуникационного отдела, просто официальный да, спикер теперь другой человек, я забыла его фамилию. Евлаш, да. Евлаш, по-моему. Ивлаш говорит no comments, Игнат говорит, вы не все знаете, все супер, но, извините меня, орланы продолжают летать. Да, и потом выходит, что оказывается это их заманивали, чтобы уничтожать макеты. Я согласен, пассивная защита, но не нужно их вообще туда запускать. Ну, не нужно запускать орлан, надо их уничтожать. Но мы же не знаем, какую разведку они ведут. Хорошо, что они увидели макеты там на аэродроме, уничтожили их, или увидели там макет Патриота, уничтожили. Но они при этом же могли увидеть и навести на другие цели. Там же не только макеты стояли. Они могут работать по разным целям, по разным объектам. Они вообще не должны туда залетать. Это, мне кажется, не должно даже дискутироваться. И пробелы здесь остаются. Почему не поднимается вопрос о легких самолетах? Почему не отрабатывается до конца вопрос по стопроцентному закрытию от малоразмерных целей? Ну, трудно мне сказать. Помощь Украине и заговорила о вступлении НАТО. А чем именно Аргентина нам может помочь? И вообще, может ли страны Латинской Америки вступать в НАТО? Мне кажется, нет. Да, там я сомневаюсь, что регионально Аргентина подходит, собственно, под членство в НАТО. Но, возможно, будет резкое сближение, то есть могут быть партнерские отношения. Я не думаю, что это будет статья 5, но может быть очень близкий союзник, скажем так. Как, например, есть страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые очень близки с НАТО. Могут быть и страны Латинской Америки, почему бы нет. Ну, то есть это не будет, конечно же, полноправное членство, о котором мечтает Украина. А, скорее всего, это будет какое-то более близкое союзничество. По поводу, чем Аргентина может нам помочь. У Аргентины есть вооружение, которое и авиация, и, естественно, бронетехника, и, скажем так, вся номенклатура вооруженных сил, которая, если, например, Аргентина задумает программу перевооружений, то есть перехода на какие-то более современные типы вооружений, они могут нам передать то, что будет освобождаться. Уже проходила, кстати, помните, информация по французским самолетам, которые стоят на вооружении Аргентины, ВМС Аргентины. И, возможно, с этих самолетов будет процесс начинаться, но а дальше там Аргентина страна большая, армия у них тоже не маленькая, поэтому я думаю, что там можно будет подобрать нам номенклатуру. Это новость хорошая. Новость хорошая, поскольку Аргентина уже почти вступала в БРИКС и могла быть вообще страной в стане оси зла, грубо говоря, вместе с Россией. Но так сложилось, что народ проголосовал за президента с другими взглядами, и сейчас Аргентина является нашим хорошим другом. Опять же, интересно, что президент Аргентины, он является очень большим фанатом Трампа.
И здесь тоже такие взглядом на перспективу, это тоже может нам сыграть на руку, поскольку нам люди, которые могли бы объяснить более детально Трампу, собственно, что происходит в Украине, какую позицию Украина занимает, насколько Украина важна, например, для Америки, я имею в виду и южной, и северной, я думаю, нам такие лоббисты и президенты такие нам очень нужны. Потому что Трамп очень скептически относится к внешним мнениям. Он вообще-то и американскую разведку игнорирует. Поэтому вот достучаться до него очень тяжело. И эти каналы нам, возможно, пригодятся, если, конечно, он победит. Да, у россиян такое некоторое разочарование в телеграм-каналах, что типа мы-то думали, что это еще один Трамп, и он будет за нас, а он оказывается почему-то за Украину. Ну, ладно, переходим к нашему... Да, они еще будут очень разочарованы, что и Трамп Да, не за когда них. Трамп даст томагавки, я представляю, что будет царить в российских студиях, если Трамп станет президентом, конечно. Да. Так, давайте переходим к сводке. Первый, конечно, Харьковско-Белгородский фронт. Вывожу карту, ваши комментарии, что там сейчас происходит за последнюю неделю. Ситуация продолжает быть, скажем так, напряженной. Несмотря на то, что Россия, Извините, а естественно, Волчанске до сих пор окружены они на этом заводе? Я вижу, вот Deep State показывает маленький кусочек отдельный такой. Ну да, пока, но, кстати, информация по этому поводу сейчас такой вот какой-то детальной нет. Я так понимаю, что да, они остаются в этом, скажем так, огневом мешке. Что с ними там происходит, сказать тяжело. Вообще Украина сейчас очень мощно работает по российской логистике. Понятно, что на всех направлениях, и на Волчанском, и на направлении Глубокого, и которое сейчас в данный момент является активным. Тут вопрос в том, что вот что интересно, что Россия влезла вот в эту операцию на так называемом Харьковском направлении, хотя оно там до Харькова далековато, собственно, и можно говорить о том, что это направление, возможно, больше связано с Купянским направлением, но, тем не менее, условно Харьковское направление, и они продолжают бросать туда ресурсы. Они не снижают давление, они пытаются все-таки продавить украинскую оборону. Несмотря на то, что, мне кажется, это уже невозможно. Потому что первый эффект неожиданности, там, если можно так назвать, хотя сложно сказать, что может быть какая-то неожиданность на любом участке российско-украинской границы, но русским там удалось какое-то создать условия для прорыва, мы помним это, там на глубину до 8 километров первые недели, но дальше это уже пошла какая-то действительно перемалывание российских ресурсов, но самое интересное, они не отказываются от этого, то есть я так понимаю, что задача поставлена на самом высоком уровне, обещания даны на самом высоком уровне, и слезть с этой ситуации русские генералы уже просто не могут. Поэтому, опять же, видимо, есть обещания и по Сумской области, они никуда, видимо, не деваются. Возможно, концентрируются ресурсы. Возможно, ожидаются какие-то новые, скажем так, новые импульсы на Донбасском фронте, поскольку вот когда началось наступление на Торецком направлении, то очевидно, что одновременно были активизации и на Купянском, и на Волчанском направлении. И поэтому тут понятно, что Россия пытается такими волнами то здесь надавить, то здесь А я надавить. вот, кстати, уже показываю Купянск, говорят, что там какой-то произошел прорыв, и что они приблизились к Осколу там на 10 километров. Да, то есть у них сейчас там около 10 километров. Это правда, вот я поэтому и говорю, что в принципе, мне кажется, я сразу оценивал, что направление на Волчанск, оно имело больше все-таки целью влияния на Купянское направление, нежели на Харьковское направление, собственно. То есть ударить, прорвать фронт на Волчанском направлении и пойти в сторону Купянска, таким образом создав большое напряжение с севера, той группировки украинских войск, которая обороняется с востока, то есть наступление русских с востока.
Не получилось, но план-то написан. То есть они сейчас действительно концентрируют большие силы на Купянском направлении. Такое ощущение, что сейчас они будут действительно там пытаться продавливать украинскую оборону не опять так Ну, снова. до Ну, то есть Купянска они, 8,41. Вот я замерила от Синьковки, там какой-то другой населенный пункт, возле да, вот они как раз которого на они направлении более-менее Синьковки, вышли. да, вот направление Синьковки у них и было сейчас продвижение. Насколько это, опять же, является эффективным, я думаю, что не совсем. Ну, то есть русские пытаются, вот они, например, концентрируют где-то силы и пытаются штурмануть большими силами, в том числе использованием механизированных колонн. В определенной степени у них там прорыв там получается 1-2 километра. Но дальше-то украинские войска адаптируются, переводят туда резервы и разбивают эти все силы, которые лезут. Да, дальше идет авиация, дальше идет артиллерия. Все по классике. Включается вот этот каток, и опять метр за метром, куст за кустом они пытаются продавливать. Но насколько это эффективно, ну не знаю. Мне кажется, они сейчас вот попробовали на Купянском направлении. Опять уткнуться в украинскую оборону, и дальше опять будут пробовать. Вот сейчас, например, как будто бы затихло, во всяком случае медийно затихло и на Часовом Яру, и на Торецком направлении, после тех вот как бы прорывов, которые они там нарисовались, опять все затихло. Ну, то есть, на самом деле это не так, потому что если взять статистику по боестолкновениям, те, которые публикует Генеральный штаб, там за сотню всегда выходит, там 120, 140 иногда боестолкновений. Это очень много. Даже во времена там Бахмута, Авдеевки всегда было до 100, там 90-100. Сейчас за 100. Это означает, что на разных участках фронта Россия то, например, на Волчанском идет обострение, то на Купянском, то на Торецком, то на условно Покровском направлении. Ну, на И самом деле, попытки, за последнюю неделю было продвижение небольшое. Ну, получается, оно на север от Часова Яра, в сторону Калиновки, но там было продвижение. Нельзя сказать, что там вообще все стояло со стороны россиян. А вы расскажите, если можно, да, вы пропустили направление вот Терны. Я вижу, что голубым закрашено две области. Одна в районе Терны, ну, голубым имеется в виду освобождено Украиной. А да, да. вторая область это в районе, ну, это, наверное, Серебрянское лесничество, мне кажется, да, потому что тут Северский Донецк, выше Григоровки, выше Серебрянки, да. А, Да, Там там освобождены две это территории. уже да, вторую неделю информация идет о том, что как раз украинские подразделения там имеют успех, причем довольно-таки значительный. Там речь о километрах освобожденной территории. Действительно, там работают известные, очень опытные подразделения, которые успешно реализуют выполнение своих задач. Ну, то есть, опять же, когда русские пытаются наступать на всех направлениях одновременно, однозначно у них точно так же, несмотря на то, что у них огромнейшее просто превышение по количеству наших сил, у них все равно не хватает резерва для того, чтобы покрывать, ну, вообще все возможные направления. Поэтому так и происходит. Там, где украинские войска находят возможность, они продвигаются вперед. И я уверен, что в принципе, когда у нас появится F-16, опять же, это казочка про F-16, вот когда у нас будет F-16, когда у нас все-таки боеприпасов станет еще больше, а их станет больше, потому что реализуются различные программы и так далее, то тогда мы станем наблюдать все больше и больше таких синих зон, в которых украинские войска будут проводить такие контрнаступательные действия, поскольку нет смысла просто сидеть в обороне, когда у россиян нет возможности двигаться вперед, и они не имеют там, например, еще таких капитальных укреплений, которые бы позволили им закрепиться там намертво. Поэтому я думаю, что вот эти вот тенденции, они пока еще это не системная тенденция, могу так сказать, в направлении Терны, когда украинские войска начали контрнаступательные действия.
это все-таки больше относится к уникальным, скажем так, обстоятельствам, уникальным решениям, которые привели к уникальным результатам. Но в дальнейшем это будет уже приобретать системный характер, потому что, ну, если мы опять же будем говорить сейчас о разных направлениях на фронте, в том числе Торецкое направление, то все равно радикального изменения каких-то подходов россиян незаметно, и их просто не может быть. Да, они могут концентрировать все больше и больше сил, но тут-то и проблема состоит в том, что у них нет какого-то волшебного горшочка, в котором варилось бы вот это вот мясо, которое можно спокойно отправлять на фронт. Есть данные, и мы об этом говорили, о том, что у русских, во-первых, резко сократилось время и период подготовки. Там 2 недели сейчас готовят новобранцев и отправляют на фронт. И массовое сообщение о том, что недолеченных раненых отправляют прямо на костылях на фронт. Это свидетельствует о том, что интенсивность боев, которые требуют генералы своих подчиненных, она должна повышаться, но средств, сил и ресурсов у них не хватает. То есть потерь больше, чем они могут себе позволить восстанавливать. И поэтому происходит такая ситуация. И поэтому-то и происходят такие ситуации. Вот на новом направлении, вот они открыли Торецкое направление, они рванули, да, было какое-то продвижение в некоторых местах даже на пару километров. Но в дальнейшем украинская армия адаптируется, останавливает и начинает методично перемалывать личный состав и бронетехнику, точно так же, как и на других направлениях. То есть российская армия, российские генералы не могут найти рецепт, как изменить категорически ситуацию. Это означает, что на самом деле вероятность того, что они выполнят задачу Путина и оккупируют весь Донбасс до выборов Соединенных Штатов, а это именно вот эта задача, судя по всем ультиматумам, сливам вот этих так называемых мирных планов и так далее, там везде проходит, что Путин хочет Донбасс. Путин хочет весь Донбасс, и это означает, что он должен его иметь фактически. Но будет смешно, если он выйдет и скажет, а я хочу Донбасс, вот сейчас. А мы скажем, во-первых, мы требуем, чтобы вы вышли из БРИКСа. Во-вторых, мы хотим, например, ну не знаю, Свердловскую область. Ну просто хотим. Да? Вот. Точно так же, как вы хотите Донецкую область, а мы хотим Свердловскую. Точно так же попробуйте взять. Да? То есть Путин выглядит слабо, когда он говорит о Донбассе, не оккупировав его полностью, а оккупировав только половину. Поэтому вот те темпы и те подходы, которые демонстрирует российская армия, они позволяют говорить о том, что они не успевают. Поэтому идут удары по детским больницам. Они хотят перевести войну в более жестокую форму, шокировать Запад, сказать, ну и подвести Запад к тому, что эту войну нужно останавливать, потому что Путин сумасшедший, он будет сейчас убивать детей. Поэтому нужно останавливать. Вот это главный посыл, который там ротом не бензи, это все транслируется и, к сожалению, у некоторых даже вызывает какой-то отзыв. На самом деле это полный бред. Тут нужно вместо того, чтобы соглашаться на это, нужно просто Украине дать оружие, а не заниматься приписочками, звездочками, там 3 звездочки. Если там то мы то. Надо отказываться от этого. Так, я обвела, но немножко неправильно обвела Донецкую и Луганскую область. Сейчас я немножко перерисую. Но идея в том, что там достаточно большущая территория, которую он вдруг почему-то хочет себе получить. Ну, она просто... Я же говорю, он выглядит смешно просто сейчас. Да. Это можно было в 22 году говорить об этом. Но прошло уже 2,5 года войны, активной войны. У него все возможности. То есть, если, например, с 2014 года он мог говорить, я не смог помочь людям Донбасса, ДНР, ЛНР, потому что меня вот надули Запад, да? Зеленский меня надул. Минские договоренности я подписал, я же наивный, а Зеленский меня надул. Ну да, тут просто от Донецкой области это почти половина, ну если территориально, да, вот. От Луганской области, да, немножко... Ну, небольшой Луганск, там кусочек остался, я там была не в Невском. Там, скажем так, там и территории другие, там и украинская армия может немножко
попробовать поработать. Мгм. Поэтому тут вот именно Донецкая область, она важнейшая. Ну, не, он Это же вообще урбан area. требует, и чтобы ему отдали еще и Запорожье, в котором он никогда не был, и Да. Херсон, с которого Но они опять же, бежали. но смотрите, вы видели план, который как бы слил Гордон, да, вот этот? Или, вчитывались в него? Там уже пошел торг. Там написано так: если вы нам отдаете весь Донбасс, то мы вам отдаем Запорожскую и Херсонскую вместе с Запорожской АЭС. То есть там уже такой торг пошел. С пониманием, что глупо требовать Донбасс, да еще и Запорожскую и Херсонскую, причем во всех этих предметах торга половина только Путину принадлежит, и он не смог их взять. То есть я о чем говорю, что у него были все возможности уже 2,5 года, у него было все, и ядерная бомба была, и он мог защитить народ Донбасса, как он говорит, но он не смог. И теперь он требует, чтобы мы не вступали в НАТО и отдали ему эти области. А мы будем требовать выход из БРИКС России, ШОС и отдать нам Свердловскую область. Почему? Потому что мы так хотим. Потому что вот Путин хочет так, а мы хотим так. Вот у него аргументация именно такая. Я сейчас буду убивать детей, потому что я хочу Донбасс. Почему ты хочешь Донбасс, я не знаю. Он не может объяснить, почему он хочет Донбасс. Он начнет рассказывать о половцах. Да, и вот это единственное, что он может объяснить. Половцы, печенеги побежали куда-то, и поэтому мы хотим освобождать Донбасс. Такер Карлсон так и не смог Хорошо, понять, зачем ему давай... Торец. Да. Такер Карлсон, это первый был пострадавший из Запада по поводу его исторических изысканий. Если можно, давайте вернемся все-таки к Очеретину. Я показываю сейчас карту, вот чего Путин по его официальному ультиматуму хочет. Но тут я должна сказать, что вот я опять-таки утром слушала вот этих оппозиционных российских журналистов, где, по-моему, Маша Майерс, она заявила: да это же ультиматум, как он может это вообще не, это типа не переговоры, не надо мне рассказывать, это не переговоры. То есть даже там они понимают, что Путин немножко не того хочет. Но давайте вернемся Очеретину. Ну и Трамп, кстати, Трамп же сказал, это неприемлемо. Ну прекрасно. Очеретина, если Ну, можно, давайте да. вернемся к нашим баранам, так сказать, что у нас там происходит. По Очеретина ситуация очень схожая. То, что только что мы говорили о Купянском направлении, о Торецком, о Часовом Яру, то же самое Очеретина. Идут попытки любыми способами, на мотоциклах, пешком, я не знаю, кувырком, каким-то образом продвигаться вперед. Идет просто, ну вот мы объяснили, почему это, сейчас мы объяснили, почему это идет, потому что Путину нужно успеть оккупировать Донбасс. И этим бедным бойцам, ну как бедным, ну тупым, я не знаю, как их назвать, что больше, тупизны или бедности, или бедность от ума, я не знаю, или ум от бедности, ну то есть эти люди идут, умирают за то, что им сказали: скоро мы возьмем Донбасс и война закончится. Вот у них такое вот, мотивация такая. И они умирают за то, чтобы каким-то образом залезть в следующую посадку. Если, например, пару недель назад говорили о том, что действительно сейчас у русских есть большой шанс перекрыть вот эту вот важнейшую дорогу, которой они приблизились там на 8 километров, то через 2 недели, которые прошли, мы видим, что да, есть продвижение, опять же, там можно сказать, вот 200 метров они еще смогли кувырком на мотоциклах как-то пролезть. Но это означает, что украинская армия сдерживает натиск, и опять же с таким темпом, ну, не получится у них перерезать эту дорогу в какой-то вот ближайшей перспективе. А как вы объясняете такое быстрое продвижение почти на 3,5 километра в сторону Нью-Йорка? Опять же, здесь можно говорить о том, что это просчеты украинского командования. Здесь однозначно. То есть, когда ты организовываешь оборону, особенно если на этом участке фронта нет долгое время продвижения, то считается, что эта оборона эффективна. И она может быть проверена, эффективна или нет, когда начнется действительно активная фаза боевых действий, особенно если противник идет вперед. Видимо, было не организовано управление войсками, соответственно, не было вовремя перенесены резервы на определенных направлениях, и противник этим воспользовался. То есть тут нельзя говорить о том, что это какие-то суперспособности противника.
Да, противник имеет преимущество, да, противник готов жертвовать своим личным составом, но вот такие вот пробоины, скажем так, они по-другому не получаются. Это только когда у нас есть недостатки и ошибки, тогда противник может так проходить. Дальше эти ошибки исправляются. Естественно, когда они исправляются, идут потери уже с нашей стороны большие, потому что любое, ну, как говорят, любой героизм это все-таки следствие ошибок. То есть есть ошибки, которые потом героизмом нужно исправлять. Обычно в четко организованной системе героизма не бывает, потому что машина работает, система не допускает, чтобы противник даже думал о наступлении на этом направлении. Ну, так происходит, и я надеюсь, что, опять же, командование будет разбираться и с командованием на уровне бригад, батальонов и так далее, что произошло, каким образом и почему. Я думаю, что это, опять же, поднимает вопрос о военной юстиции, мы об этом говорили, о том, что все это должно быть немножко, скажем так, на более профессиональном уровне и на более глубоком уровне, а не заканчиваться просто между собойчиками в военном коллективе. На самом деле, вот западная модель, она и предполагает гражданский контроль даже во время войны. Почему? Потому что военные, как и любое корпоративное сообщество, они склонны к тому, что организовывают вот такие вот... Ну, это понятно, это свойство любого коллектива. Когда закрытая система, то есть людские отношения, есть, скажем так, корпоративная какая-то этика, скажем так. И поэтому такие системы нужно, как правило, не допускать их закрытия, скрывать и таким образом повышать Повышать эффективность, да, эффективность. благодаря обратной связи, так сказать. Да, но здесь не обязательно это иметь все в открытом публичном пространстве, в телеграм-каналах и так далее. Это лучше иметь все-таки Ну в да, но у области, себя на совещаниях решать этот вопрос. в области, во-первых, Министерство обороны должно играть здесь очень большую роль, потому что Министерство обороны, как бы это гражданское, это политическое, это орган исполнительной власти, они должны осуществлять исполнительный контроль, да, то есть не скажу демократический, но все-таки профессиональный контроль над деятельностью военных. А второй уровень это, конечно, военная юстиция. Мгм. Ну и комитет, кстати, которая... Верховной Рады, они же тоже должны как бы Комитет, контролировать. да, ну, комитет у нас довольно-таки активно работает, мы знаем, вот Безуглая проводит свои атаки, кто-то их воспринимает агрессивно, кто-то говорит, ну она же дело на самом деле говорит. Ну, то есть, в принципе, я здесь не, как говорят, за любой движ. Здесь мне не нравится, что все выносится сразу же в Facebook, Telegram-каналы. Во время войны это Да, источник это ошибка, информации для конечно, да, разведки. это с ее стороны ошибка. Так, если можно, давайте вернемся. Ну, я посмотрела дальше на остальных участках продвижения за неделю не было, поэтому я карту убрала уже. Я хотела уточнить вот удары по российским военным аэродромам, складам с боеприпасов, каким-то производством за последнюю неделю. Было же достаточно много в России ударов. Да. Это хорошо, что превратилось в рутину, и мы уже на это даже не обращаем много внимания. То есть идет вся рутинная работа. Судя по вот кадрам, то ПВО там пытается что-то там иногда работать, но эффективность очень небольшая. Извините, за вчерашнюю ночь я сегодня смотрела с утра, да, там что можно показать, может быть, как no comment в начале нашего эфира, а там только такая просто Ростов и стрельба вверх из автоматов, знаешь, и кто-то пишет, это, наверное, наше ПВО. Я хотела сказать, это похоже на чеченскую свадьбу. Вы меня извините, Ну да, если да, это да. такое ПВО, Исключено. то это чеченская свадьба у вас просто. Возможно, Совпало одно с Чеченская другим. свадьба, да, и решили популять. Да, это демонстрирует то, что тактика выбрана абсолютно правильная. Находим бреши, растягиваем российское ПВО. Ну, и говорят, что были даже И, попадания по каким-то их серьезным, Актюбинск такой-то аэродром. Но, естественно, как обычно, русские рассказывают, что они все сбили, но мы тут ну, недавно... там есть видео, как сбили, там 2 беспилотника четко в научный комплекс попадает, исследовательский. Мгм. Там даже вот сотрудник комментирует, что это исследовательский корпус. Они, видимо, решили его добить. И вот туда 2 беспилотника очень активно попадают. Хорошо, я думаю, что его уже не восстановят. Потому что, как правило, на таких исследовательских, испытательных... Это, насколько я понимаю, это Капустин Яр. Это
один из самых известных полигонов испытаний ракетного вооружения. То есть, как правило, на таких полигонах оборудование советское, уникальное, его восстановить невозможно. Мгм. Ну вот, И поэтому, сегодня они если... пишут про Астраханскую, да, или вчера Астраханская область, потом что еще? Нефть... Ну, Капустин-Яр это и есть Мгм. Астраханская область, по-моему. Волгоградская область, нефтебаза, Генеральская Да. Ростовской области подстанция. Видите, да, пошли подстанции, кстати. Эм, Ну, опять же, по России, конечно, много подстанций. Тут тяжело мне сказать, сможем ли мы все Слушай, главное, подстанции что не в побить. детскую больницу. Я считаю так. Как Абсолютно, да. минимум То мы не есть стреляем по детским больницам. нам бы, конечно, вот если честно, я бы, конечно, все-таки на Крым обратил внимание побольше. Я не сомневаюсь, что готовится операция. Я не сомневаюсь, что заминка именно в F-16. Потому что нет смысла в F-16 тратить ресурсы сейчас даже какие-то по мосту. Ну, то есть лучше мост уничтожить. И дальше уже, когда пойдут активные боевые действия, там будет не до восстановления моста. Потому что если сейчас, например, ударить по мосту, а потом через 2 месяца начать операцию, то возникает вопрос, ну, то есть они могут его опять восстановить. Слушайте, я знаете, что Да. хотела спросить еще? Мы про мосты, если можно, у меня есть позже вопрос. Подгоренная, вот там, где была детонация боеприпасов в течение, не знаю, суток, наверное, они там детонировали. А что Да, там было? Что там значит, было за боеприпасы? ну, склад, ну, сказать, какие боеприпасы сложно, поскольку, ну, понятно, это закрытая Воронежская информация. область, Подгоренский район. Я думаю, что, скорее всего, там была вся номенклатура боеприпасов и для РСЗВ, и для артиллерии 122-152, потому что это недалеко от фронта, то есть там 150 километров, по-моему, от границы. Ну, то есть это такая тыловая база, где, в принципе, как раз и можно складировать значительные объемы, которые потом уже развозить по направлениям, которые уже ближе к фронту, а дальше и направлять их на фронт. И 150 километров это как раз вот, ну, они с учетом того, что нам Хаймарсы 150 километров, 160 должны были передать, возможно, они там как раз и создавали вот в этом радиусе такие вот большие склады для накапливания концентрации боеприпасов. Но, опять же, не знаю, что там сейчас Байден разрешит нам бить на 300 километров атакамсами. Нам бы пройтись по аэродромам, нам бы пройтись по складам с боеприпасами по 300 километров. Вот это было бы интересно. Потому что если мы вычистим их за 300 километров, это уже будет очень усложненная логистика. Это уже будет, ну, логистика, которая будет предполагать Ну, слушай, кстати, до длительное... Луганска на самом деле, ну, приблизительно, я поставила приблизительно, потому что я точно не помню, где находится эта деревня, она здесь не определяется на карте Дипстейта, но это порядка 190 километров до Луганска. Может быть, чуть-чуть ближе, конечно, но мне кажется... Ну, может быть. Ну, опять же, 200 километров, тут не важно на самом деле. То есть это больше, чем 150 километров, которые они считали, что это уже безопасно. Но они считают, что нам не разрешат бить на 300, поэтому они создают базы хранения там. За 300 километров, если мы вычистим, это уже будет очень и очень хорошо. И для тактической авиации, если мы ее отгоним за 300 километров, и для боеприпасов, и, ну, то есть для любой логистики и так далее. Это будет значительное усложнение всех процессов и боевого, и тылового обеспечения российской группировки, которая ведет войну против Украины. А Крым это опять же, и я бы все-таки туда сейчас концентрировался, в том числе и подстанции, и всяческие склады и так далее. Ну, как бы готовиться к тому, что... И К опять же, деоккупации, тут же готовиться к деоккупации. я хотел бы Скажите, а почему хотел не бы- бьют все-таки вот эти мосты? Вот я слушала Светана, который, он же раньше был еще советником губернатора Донецка, ну не губернатора, а главы области Донецкой Таруты. И он говорит о том, что там вообще 3 моста через Миус, через Кальмиус и Крымский. Это вот то, почему можно попасть вот сюда, в южную часть Украины. И типа, почему их еще не уничтожили? У вас есть ответ, почему еще эти 3 моста не уничтожили? Я могу предположить, что все-таки это входит в план операций. То есть операция все-таки она должна быть синхронизирована, максимально согласована по времени. И опять же, то есть мы можем уничтожить, например, мост,
особенно если не крымский, а менее масштабный, ну, его восстановят через несколько дней. То есть можно понтоны бросить, можно в конце концов восстановить сам мост. То есть, в принципе, за несколько дней, недель, грубо говоря, можно восстановить коммуникацию, если нет боевых действий. То есть, если мы проводим операцию, которая предполагает не один удар, например, там беспилотник прилетел или там один удар атакамсов, и после этого несколько месяцев тишина, то это, не, ну, это имеет, конечно, смысл, оно затрудняет логистику, оно дает проблемы. Но если мы говорим о операции сконцентрированной, и когда мы бьем по мостам, а дальше поддерживаем эти удары постоянно, то есть туда подходят войска инженерные, а мы их уничтожаем прямо при попытке там, навести понтоны или отремонтировать мост. Это совершенно другой эффект. Но при этом мы проводим уже свою операцию, которая имеет конкретные боевые задачи, тактические, оперативные. Это немножко другой эффект, чем мы... Вот мы же уже ломали этот Крымский мост, да, но его восстановили. Да, это было полезно, это было супер, но если бы это было в рамках операции по блокаде Крыма, конкретной блокаде Крыма, это было бы, эффект был бы другой, и они бы его не восстановили до сих пор. Потому что мы бы просто продолжали иногда бить по этим же местам, а у них просто не было бы ПВО, чтобы защищать этот мост. Ведь мы же, когда будем проводить операцию, мы добьемся того, что у них не будет ПВО, которое бы закрывало Крым и основные объекты вокруг него, в том числе аэродромы противника. Поэтому вот в системности, в комплексности и заключается, возможно, разгадка, почему не бьют там и там, почему там не бьют по той железнодорожной ветке, да, ну потому что все должно быть синхронизировано. Мы бьем по мостам, по железнодорожным веткам, объектам и так далее, и добиваемся максимального эффекта. Кстати, британский премьер новый подтвердил сегодня, что Украине разрешено наносить удары по территории Российской Федерации, но использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом. Ну, не по детским больницам, естественно. Так что, возможно, что-то и поменяется. Ну и у нас такой есть короткий вопрос. А зачем Польше сбивать ракеты над Западной Украиной, спрашивает у нас Анна, наша зрительница. Как вы можете это объяснить? Потому что эти ракеты в том числе попадают в Польшу, российские, правильно? Они себя прежде всего можно хотят так защитить. Объяснить, да. Можно так объяснить, можно объяснить по-другому. Мы же, опять же, смотрите, мы же говорим, дайте нам ПВО, мы закроем небо. Уже сколько мы говорим об этом, с первого дня. Нам говорят, историческое событие, США передает один Патриот. Окей. Мы даже можем, я думаю, что даже можем сказать, что это историческое событие, и Байдена все-таки поместить в какое-то почетное место. Но если нам не могут дать патриоты, которых у США там сотни штук, легче дать нам патриоты. Я всегда говорил, не надо нам, не нужно с нами вести переговоры о том, что они закроют там 60 километров нашей территории, и это будет просто, и потом нас спрашивают, а зачем же Польша нам защищает? Вот еще и потом нам выставят счет, да, вот. А вот давайте... Нет, если вот вы спрашиваете, зачем Польша, тогда дайте нам патриоты просто. Или просто, если вы нам хотите помочь, закройте небо. Хотя бы а наша зрительница Анна, она из России, поэтому она не может нам дать патриоты. Не может? Тогда пусть не спрашивает. Хорошо. На этой прекрасной ноте. Анна, я надеюсь, вы не обиделись, но я знаю, что вы настроены проукраински, вы просто пытаетесь понять, зачем это нужно Польше. Эти переговоры о том, что нам вот закроют 60 километров, они не очень эффективны. Нам лучше передайте 10 патриотов. Ну, понятно. И все, они у вас есть. Угу. Израиль 8, США 20, Польша может тоже пару штук передать. У Польши тоже есть патриоты. Угу. Но они нам почему-то их не передают. И они говорят, а мы лучше, может, мы все-таки закроем там 60 километров. Ну, в общем, понятно. Польша это для того, чтобы по ним не летели ракеты, и чтобы не передавать нам патриоты, а нам это для того, чтобы освободить часть нашего ПВО. Спасибо большое, Михаил. Напоминаю, что это был военный эксперт Михаил Самуйс. Подписывайтесь на его соцсети, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Завтра будет опять Игорь Саликов. Он сам попросил тему, почему России не удалось, и что он думает, как экс-российский военный, дающий сейчас показания в Гааге, вообще о действиях российской армии, в том числе и о попадании, наверное, по роддому и по детской больнице с ним поговорим. Так что приходите завтра. Михаил, огромное вам спасибо. Спасибо вам. До свидания.